26 июля 2022 года 9 женщин приходят в администрацию президента России. Они требуют от государства найти и вернуть их близких, пропавших на войне. Эти женщины приехали из разных городов, и обращаются они не только от себя. В письме, адресованном Путину, больше 100 подписей. Но и это лишь верхушка айсберга. Вокруг них в телеграм-каналах больше 2500 тех, кто ищет своих потерянных родственников. Одна из самых активных участниц группы – Ирина Чистякова, которая ищет своего сына, 19-летнего Кирилла. Кирилл – срочник, хотя Минобороны утверждает, что он контрактник. Он уже 4 месяца не выходит на связь. У Ирины в руках толстая папка с отписками. Что случилось с Кириллом, не знают ни в военной части, ни в прокуратуре, ни в Минобороны. Самое тяжелое для родителей – государственные ведомства даже не пытаются что-то выяснить о пропавших. Поэтому, когда на войне пропал сын Ирины Чистяковой, ей пришлось делать все самой. Она искала сына 2 года и нашла. Эти 2 года она ничего не боялась. Ей нечего было терять. Из своей квартиры в Петрозаводске она списывалась с тысячами других родственников пропавших и для сотен сделала невозможное – нашла их сыновей и мужей. Она выходила на связь с украинскими военными, чиновниками и матерями солдат. Она прорывалась в кабинеты гражданских и военных чиновников с требованием найти тех, кого они отправили на войну. Ездила на оккупированные территории, искать захоронения и ходила в морг опознавать тела. Записывала обращения к Путину и Шойгу, и выражений при этом не выбирала. Потому что это мой сын, он мне нужен. Он не нужен Путину, он не нужен Шойгу. Они сидят, им тепло, они ж не в окопах, и они не в тюрьме 8 месяцев на Украине. Вы нарушили права моего сына, вы нарушили мои права. Я подам в суд на Российскую Федерацию в лице Министерства обороны. Это дело времени. Вы просто не злите нас, матерей. Вы верните нам наших детей, отведите их от границы, верните всех с плена, раненых, всех возвратите. И прекратите в уши вкручивать бабушкам 70-летним с бесового экрана, что все у вас хорошо. Об Ирине за годы ее поисков писали и российские, и украинские СМИ. Недавно Верстка получила приз «Редколлегия» за большой материал о ней. Почитайте, это прям буквально мастрит. Это текст не просто о человеческой трагедии. Он о большой части нашего общества, о родных и близких участников войны. О тех людях, которых война травмировала и изменила навсегда. Сегодня мы, вслед за Версткой, расскажем историю Ирины. Прежде чем начнем, только напомню, в описании вы найдете ссылку, где мы собрали способы по обходу блокировок интернета в России, чтобы вы могли смотреть ту информацию, которую считаете нужным. В том числе там есть ссылка на прокси, который позволяет переписываться в Телеграме без проблем. Среди способов есть и VPN Liberty. Он дает 30 бесплатных пробных дней без привязки карты. Своих детей, старшего Кирилла и младшую Эмилию, Ирина растила одна. Ей пришлось выбираться из бедности. Она работала риэлтором и в целом справлялась, хотя семья жила в очень старом аварийном доме, который администрация никак не могла расселить. Сын Ирины, Кирилл, учился в Карельском кадетском корпусе имени Александра Невского. В июне 21-го он получил диплом автомеханика, начал работать по специальности. Осенью того же года его призвали в армию и отправили в город Луга Ленинградской области. Мама навестила его там в конце января 22-го, привезла фрукты и сыну, и его сослуживцам. Там она впервые вступила в конфликт с военным начальством. Узнав, что один контрактник из той же части взял телефон Кирилла и украл со счета деньги, она дозвонилась в прокуратуру и добилась справедливости. Вор деньги вернул, а контракт с ним расторгли. До начала войны оставалось около месяца. Вору-контрактнику Ирина фактически спасла жизнь. Потом ее долго злило это совпадение. Срочники, включая ее сына, попали на войну, а тот парень, которого наказали расторжением контракта, оказался в безопасности. Эта январская встреча Ирины и ее сына оказалась последней. 2 февраля Кирилла отправили в Курскую область, сказали, что на учение. Он позвонил ей 22 февраля уже из Белгородской области. Рассказал, что перед отправкой у всех забрали телефоны, банковские карты и военные билеты. Позвонить в следующий раз обещал только через месяц.
Тогда же, как обещал командир, планировался отпуск. А пока, говорил, будут стоять на границе. Через 2 дня началось полномасштабное вторжение в Украину. Ирина не особо волновалась. Не пошлют же на войну срочников. В следующий раз сын позвонил Ирине 14 марта, и она узнала, что он в Украине. Кирилл мне позвонил по видео, и мы долго, 20 минут, разговаривали. Он сказал, что они недалеко от границы. Улыбался, и эта улыбка меня успокаивала. «Мама, привет. Как дела? Как мелкая?» Он ничего не говорил, что там происходит. Это уже потом ребята, которые с ним были, рассказывали. Мы только 5-6 километров от границы отъехали, и нас смесить начали. Нет, когда сын звонил, я слышала взрывы, но он говорил: «Не переживай, я в безопасном месте». Спросила, сколько их там. Ответил: «Все мы здесь». «Сколько, говорю, вас погибло?» Он на меня так строго посмотрел, и я поняла, что попала в точку. Следующего звонка Ирина ждала еще неделю. Кирилл позвонил. Безоружный, без бронежилета, из подвала, где он прятался с другими сослуживцами. Отказался говорить, где находится. В следующий раз он позвонил 22 марта из какого-то подвала. Всего на минуту с небольшим. Уже не улыбался. Сказал: «Мам, что бы ни случилось, ты должна быть в здравом уме и вырастить мелкую». Я орала: «Не говори так, я тебя жду». Он сказал: «Мам, у нас будет ад». И 24-го еще позвонил на несколько секунд, уже не по видео. Сказал, что много пацанов и всем надо поговорить с родными. Попросил у меня прощения. Я еще ответила: «Не говори глупостей, ты мне ничего плохого не сделал». А оказалось, что они прощались. Его сослуживец потом рассказал мне, что в тот день они звонили родным, чтобы попрощаться. Но боялись сказать об этом прямо. С тех пор я Кирилла больше не слышала. К тому времени Ирина уже была на связи с родственниками сослуживцев своего сына. 11 апреля стало известно о первом погибшем в их группе. У Кирилла информации не было. Я сразу позвонила в Министерство обороны. Офицер сказал: «Ваш сын, Кирилл Алексеевич Чистяков, попал в плен». И вот с этой фразы моя жизнь перестала быть жизнью. Она стала существованием. Жизнь Ирины Чистяковой превратилась в бесконечный поиск. В череду попыток вернуть сына домой, живым или мертвым. Или хотя бы узнать о его судьбе. Ирина стала центром и движущей силой большого сообщества. Жен и матерей солдат, пропавших без вести, которых никто не искал. У нее была точка отсчета. Название населенного пункта, откуда сын звонил в последний раз. Он не называл локацию в разговоре, но когда стало ясно, что Кирилл пропал со связи, Ирина набрала тот украинский номер, с которого он звонил. Ответила женщина, украинка, сумевшая выбраться через Россию в Европу. Она сказала Ирине название села, где были Кирилл и его сослуживцы. Малая Рогань, неподалеку от Харькова. Ирина забрала дочь из школы и поехала в Москву. Ей нужно было хоть что-то сделать. Достучаться до Минобороны, прокуратуры, уполномоченного по правам человека или администрации президента. Попасть на шоу к Малахову или дать интервью BBC. Что угодно, только бы сына нашли и вернули. Но тогда еще не было процедуры, чтобы возвращать пленных и тела погибших. Подконтрольным СМИ ее история была не нужна. И только BBC, как говорит сама Ирина, смогли помочь. Сделали сюжет о массовой гибели российских военных в Малой Рогане. Там в самом деле обнаружили тела российских военных и начали их возвращать. Но окончательной официальной версии о судьбе Кирилла Чистякова у государства не было. В начале июня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова получила от Минобороны ответ, что мой сын жив и удерживается незаконно украинской стороной. После этого мне перезвонили из Министерства обороны и сказали, что статус военнопленного не подтвержден. После этого я неоднократно звонила в Министерство обороны. Некоторые офицеры говорили, что мой сын не считается ни без вести пропавшим, ни погибшим, ни раненым. Он в строю. С ним якобы все хорошо. Ждите, он позвонит. 30 июня я позвонила опять в Министерство обороны в 9 утра, и мне сообщили, что по данным военной разведки мой сын считается военнопленным. Я расплакалась. Я умоляла, чтобы они внесли его в списки на обмен. 2 июля позвонила на горячую линию Министерства обороны, и мне опять сказали: статус пропавший без вести.
Не получив от Минобороны достоверной информации, Ирина пыталась хоть что-то узнать через часть, где служил сын. Звонила туда, а потом и приезжала. Перед одной из воинских частей, а в Луге их много, стояла очередь добровольцев. Это было незадолго до мобилизации. Я к ним подошла, говорю: «Чего стоите-то?» Они: «Анализы сдаем». И тут меня сорвало. Говорю им: «Какие анализы? ДНК сдавайте. Кто вас потом по калу и моче опознавать-то будет?» Выбежал офицер, начал со мной перерекаться и вызвал полицию. Но приехавшие полицейские не стали меня задерживать. Наоборот, они сказали этому военному: «Ты давай матери сына верни». Со временем чиновники и военные стали предлагать Ирине такой вариант – подписать бумаги, что Кирилл признан погибшим просто так, без поиска тела. Однажды майор в части сказал мне: «Возьми деньги, пока дают, и признай, согласись уже, что его нет, признай его погибшим». Я его схватила за грудки и сказала: «Слушай, что значит возьми деньги? Ты мне тело принеси, чтобы я его погибшим признала». Противно от того, что у людей что-то в мозгу щелкнуло, и они думают, что все в этой жизни можно купить. А зачем мне деньги? Мне мой ребенок нужен, мой сын. Если он погиб, ты мне тело его принеси. Это ты его туда отправил, и ты должен мне его вернуть. Ирина искала сына и в Украине. Звонила в Украинский Красный Крест, читала чаты батальонов ВСУ. Говорила и с военными, и с родителями украинских солдат. Все относились по-разному, конечно, но многие помогали. Делились информацией, сочувствовали. Ирина, в свою очередь, пыталась помочь украинским матерям что-то узнать о судьбе своих сыновей. Но военные, с которыми удавалось связаться, сообщали, что надежды нет. В Малой Рогане была мясорубка, выживших почти не осталось. И тогда Ирина решила, что должна поехать прямо туда, на фронт. Она была в Донецке, в Мариуполе, в Луганске. Говорила с местными. Искала безымянные захоронения, тела из которых позже были эксгумированы. Хотела попасть и в Малую Рогань. Планировала даже договориться с украинскими властями, чтобы ей разрешили поиск и эксгумацию тел на той стороне фронта. Но договориться не удалось. Одно время она считала, что получила достоверные данные. Сын жив и в плену, скоро его обменяют. Но надежда оказалась напрасной, и Ирина продолжила поиски. Ходила в госпитале. Вдруг кто-то из раненых знает ее сына. Почти каждый месяц ездила в Ростов, туда свозили с фронта тела на опознание. В том числе из тех самых безымянных могил. К тому моменту она искала не только своего сына. У меня целый альбом фотографий военнослужащих, кого я ищу. В нем больше 100 человек. Этот же альбом есть в Ростове. Я специально делала большие фотографии, чтобы было видно, например, где у моего сына родинки. По этим альбомам они опознавали наших ребят. Здесь на фотографиях я отмечаю опознавательные признаки, откуда эти ребята, номер, за которым военный находится в морге. Когда я была в Донецке, то взяла анкету с описанием: рост, фигура, цвет глаз, волос, размер обуви, родимые пятна, шрамы, татуировки, зубная карта, тест ДНК, обстоятельства пропажи, сведения о командире. Так это мне пришлось в Донецк поехать, чтобы взять такую анкету и разослать родителям. Только делать это все должен командир части или врио командира части, а не мама пропавшего солдата. Я себя очень долго настраивала на это. С психикой у меня все в порядке. Чего мертвых бояться? Надо живых бояться. У меня цель — найти своего сына. И среди погибших, и среди живых. В первую свою поездку в Ростов Ирина нашла тела 3 сослуживцев Кирилла, но самого Кирилла нет. Тогда его там не было. Его привезли с очередной партией погибших в марте 23-го. Ирина его видела. Она опознавала других парней по едва заметным признакам. И оказывалась права, а своего сына не узнала. Я приехала в очередной раз в ростовский морг, и мы сидели вместе с полковником, листали картотеку. И в ней было такое ужасное фото. Полковник говорит: «Этот, может быть?» Я ему: «Не, ну как этот?» А там кости, по сути, были. И я думала, что у моего все зубы на месте, а у этого парня их не хватало. Кто же знал, что зубы были выбиты? Я бы его раньше еще забрала, но я его не признала. И, может быть, это был Божий промысел. Да, не смогла опознать своего сына, но помогла другим матерям найти своих детей. Сейчас, найдя его, я в морге больше стараюсь не ездить. А нашла лишь спустя год после того случая.
Опознали Кирилла в марте 24-го, когда до его останков дошла очередь на ДНК-тест. К этому времени Ирина помогла опознать и вернуть родственникам несколько сотен погибших солдат. Когда он в армию ушел, я почему-то не стала его вещи стирать. Решила, что постираю накануне возвращения. Вот он мне позвонит, скажет: «Завтра я дома буду», и я тут же все сделаю. Многие говорят: «Уехал, я все вещи перестирала», а я не стала. И оказалось, что это правильно. У него в карманах маски лежали. Ковидные еще были времена, когда он в армию уходил. И с этих масок в 2024 году удалось ДНК взять. И оно совпало с ДНК того парня, которого я год назад не признала. После того, как тело Кирилла нашлось, жизнь Ирины изменилась еще раз. Ей выплатили все положенные компенсации. Аварийный дом, в котором жила семья, наконец расселили. У Ирины и ее дочери теперь новая благоустроенная квартира. Женщина больше не ездит по моргам, не дает интервью, не добивается ответов от различных ведомств. Она ходит на акции памяти погибших и посещает военизированные мероприятия. Как и многие родственники погибших, она не может принять то, что ее сын погиб зря, воюя ни за что и ни зачем. Размышляет и даже высказывается о том, что в этой войне возможна победа. 7 мая 2024 года Ирина Чистякова записала 20-минутное видео по случаю новой инаугурации Владимира Путина. В начале ролика Ирина как будто с кем-то спорит. Дескать, нравится нам это или нет, но Путин наш президент, и, мол, этот факт нужно принять. Так уж управил Господь Бог. А затем прозвучала реплика, которая во многом обобщает всю ту историю, с которой мы сегодня познакомились. Ирина в этой реплике оговорилась, перепутала 2002 и 2022 год, но в остальном это важный монолог. Его автор, кажется, сама не осознала, как именно звучат ее слова. И при нашем президенте Владимире Владимировиче Путине родился мой сын в 2022 году. При нашем президенте он учился в кадетском корпусе имени Александра Невского. При нашем президенте он закончил техникум. При нашем президенте он пошел в армию на срочную службу. И при нашем президенте он погиб. На момент записи сегодняшнего выпуска в списке погибших от медиазоны 32 620 российских военнослужащих в возрасте от 18 до 26 лет. Это только те молодые россияне, кого нашли и посчитали. В действительности их гораздо больше. А есть еще мобилизованные из ЛДНР, которые погибли раньше, чем стали считаться российскими военными. Их не считает никто. Но про каждого из этих десятков тысяч молодых людей можно сказать то же самое, что и про сына Ирины. Родился при Путине, учился при Путине и погиб тоже при Путине. До завтра.